Насколько я знаю, каждый хочет настроить и оптимизировать видеокарту от Nvidia. Если вы пришли за этим, то смотрите видос внимательно и до конца. В нем много полезной информации. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими друзьями. Я вас всех приветствую, приятного просмотра. Первое, что мы делаем, качаем драйвера для вашей видеокарты. Как узнать модель вашей видеокарты? Нажимаем ПКМ на пуск, диспетчер устройств, видеоадаптеры, и здесь указана ваша видеокарта. В моем случае это GTX 1080 Ti. Теперь открываем ваш браузер, пишем nvidia.ru, нажимаем драйверы, тип продукта выбираем GeForce, серия продукта 10, семейство продукта 1080 Ti, OS Windows 10 64 бит. Вы же выбираете именно вашу. Драйвер Game Ready. Тип загрузки. Драйвер Game Ready. Язык русский. Нажимаем поиск, загрузить сейчас и еще раз нажимаем загрузить сейчас. Нажимаем сохранить. После того, как у вас скачаются драйвера, вы их устанавливаете, нажимаете просто далее, выбираете экспресс установка и перезагружаете ваш ПК. Теперь нажимаем ПКМ на рабочем столе, панель управления Nvidia, находим параметры 3D, регулировка настроек изображения, ставим галочку на расширенные настройки 3D изображений. Далее открываем вкладку управления параметрами 3D, увеличение резкости изображения. Здесь по желанию можете включить, поставить галочку на масштабирование с помощью ГП, поиграть немножко, посмотреть, как у вас идет игра, как у вас картинка и так далее. Если будет слишком резкая картинка, нажимаем выключить. Я же выключаю. CUDA графические процессоры. Выбираете вашу видеокарту и нажимаете ОК. DSR степень мы отключаем. Если вы играете только в онлайн игры, к примеру там CS, Dota, Warface и так далее, тогда анизотропная фильтрация мы выключаем. Вертикальный синхроимпульс тоже выключаем. Если же вы играете не только в онлайн игры, но и в одиночные, тогда анизотропная фильтрация ставим управление от приложения и вертикальный синхроимпульс ставим использовать настройку 3D приложения. Для чего мы это делаем? Потому что в некоторых играх, к примеру тот же самый Ведьмак, в самой игре я включаю вертикальную синхронизацию, чтобы моя видеокарта лишний раз не нагружалась, а были стабильные 60 кадров. В онлайн играх, такие как CS и Dota, естественно, включать вертикальную синхронизацию не нужно, потому что у вас будет input lag, то есть задержка. ГП рендеринга OpenGL. Выбираем нашу видеокарту, заранее подготовленные кадры виртуальной реальности мы ставим на единичку, затемнение фонового освещения ставим производительность. Если же вы играете в онлайн игры, то мы отключаем. Кеширование шейдеров выключаем, макс частота кадров тоже выключаем и макс частота кадров фонового приложения тоже выключаем. Многокадровое сглаживание выключаем, потоковая оптимизация ставим на авто, режим низкой задержки. Тут уже по ситуации. Можете сначала отключить, поиграть, посмотреть, как у вас идет игра. В некоторых ситуациях нужно включать. По названию функции, я думаю, понятно, что она делает, то есть убирает задержку. Если вам нужна минимальная задержка, ставите ультра, но у вас тогда будет потеря кадров. Незначительная, примерно пару FPS. Если же вы дорожите каждым кадром, тогда отключаем. Режим управления электропитанием. По дефолту ставим оптимальное энергопотребление, но если у вас хороший блок питания и вы уверены в своей видеокарте, то ставим режим максимальной производительности. Сглаживание FXAA мы отключаем, сглаживание гамма-коррекции включаем, сглаживание прозрачности выключаем, сглаживание режим управления от приложения, технология монитора, поддержка G-Sync. Если у вас нет такой функции, то просто ее пропускаете. Тройная буферизация отключаем, фильтрация текстур анизотропной оптимизации включаем, фильтрация текстур качества ставим на высокая производительность. Снова же, если вы играете в одиночные игры, то ставим либо производительность, либо качество. Фильтрация текстур отрицательные, разрешить. Фильтрация текстур, трилейная оптимизация. Включаем и нажимаем применить. Далее открываем настройка физик, находим настройка физик, процессор, выбираем вашу видеокарту и снова нажимаете применить. Теперь переходим на вкладку видео, здесь ставим галочку на настройки Nvidia, дополнительно, динамический диапазон ставим полный. На вкладке дисплей, изменение разрешения, выбираем ПК и ваше максимальное разрешение. Частота обновления тоже выбирайте максимальную частоту обновления. Опускаемся вниз, ставим галочку на использовать настройки цвета Nvidia,
выбираем наивысшее, выходной динамический диапазон ставим полный и нажимаем применить. Далее регулировка параметров цвета. Здесь можете поиграться, посмотреть по яркости, контрастности и гамме, как вам более-менее приятно. Я же меняю только цифровая интенсивность. По дефолту стоит 50%, я же ставлю от 60 до 80. Поворот дисплея ничего не меняем. Регулировка размера и положения рабочего стола. Если вы играете на своем разрешении экрана, то есть вы его не меняете, как в CS, то оставляете формат изображения, выполнить масштабирование на либо дисплей, либо GP. Обычно ставят GP. И ставим галочку. Выставляете ваше разрешение и частоту обновлений. Если же вы играете, к примеру, в CSGO, и там вы ставите разрешение 4:3, и у вас появляются черные полосы. Как убрать эти черные полосы? Здесь необходимо тестировать на каждом ПК отдельно. Потому что, допустим, на одном компе я ставлю во весь экран, у меня все отлично, все проходит. В этом же случае я оставляю формат изображения. Поэтому делаем следующее. Ставим формат изображения, выбираем дисплей и ставим галочку. Применяем, заходим в игру, проверяем. Если ничего не поменялось, тогда оставляем галочку на формат изображения, ставим GP и так же само проверяем. Далее ставим галочку на во весь экран, GP либо дисплей, применяем и заходим, проверяем. Тогда у вас картинка будет на весь экран, не будет растянута, все будет отлично, так и оставляем. Если же вам необходимо для максимального FPS, то ставим галочку не выполнять масштабирование. Настройка G-Sync. Если у вас есть поддержка G-Sync, либо AMD FreeSync, тут по желанию. Можете включить, поставить галочку, можете отключить, как вам удобно. Если вы играете в старые игрушки, такие как Готика 2, Ведьмак 1 и так далее, тогда заходим на вкладку управления параметрами 3D, программные настройки. Здесь мы добавляем игру, пусть будет Ryzen, находим вертикальный синхроимпульс, ставим включить. Максимальная частота кадров тоже выставляем на 60. Для чего все это необходимо сделать? Потому что игры уже старые, и у вас в данных играх будет FPS 300, а то и 400. Естественно, игра при таком количестве FPS начнет лагать. Для этого мы делаем ограничение в количестве кадров. Я думаю, многим это будет полезно. Теперь закрываем панель управления NVIDIA. В поиске пишем настройки графики. Если у вас есть поддержка данной функции, планирование графического процессора с аппаратным ускорением, то мы ее включаем и перезагружаем ваш ПК. Но будьте внимательны, если вы включаете аппаратное ускорение, при этом вы стримите, особенно через программу OBS, либо Streamlabs, у вас на самом стриме могут быть задержки, то есть картинка будет плавать. У вас все в игре шикарно, отлично, а на стриме будет происходить задержка картинки. Через NVIDIA Shadow Play такой проблемы нет, только через OBS и Streamlabs. Если же вы играете, не стримите, то ставим галочку. Далее настройки производительности графики. Здесь мы нажимаем обзор, находите ту игру, в которую вы играете. К примеру, заходим в Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike и находим приложение CSGO. Если вы играете Far Cry, то находим Far Cry 5, само приложение. Нажимаем добавить, добавляется приложение, нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Это касается всех игр. После всех манипуляций перезагружайте ваш ПК и не забывайте периодически обновлять драйвера вашей видеокарты. Это будет полезно для вашей видеокарты и для FPS.